Так, друзья, мы продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас вы увидите, как колят ботокс. Это ботулотоксин, то есть это препарат, который расслабляет мышцы. И введя в определенную, нужную, важную зону, это будет способствовать тому, что не будут образовываться морщины. Когда можно колоть, вводить ботокс? Вообще деткам вводят, например, с ДЦП, когда они совсем-совсем маленькие. Колят и очень взрослым людям, например, в урологии, в офтальмологии, в неврологии. В косметологии вы можете уже его использовать в 20, 25, 30, 35 лет по показаниям. Считается так, если у вас есть морщины в статике, в покое, это и есть показания к введению, к применению ботокса или дикспорта или ксиамина, уже тот препарат, который вы выберете. Но сейчас в прямом эфире вы увидите, как Елена, специалист Каминской клиники, будет корректировать морщины на лбу, морщины возле глаз, а также корректировать улыбку. Вы можете замечать на фотографиях, что когда вы улыбаетесь, у вас уголки опускаются вниз, или в покое они просто идут у вас вниз. И не всегда это красиво на фотографиях. Это можно скорректировать с помощью ботулинотерапии. И вот Елена сейчас все покажет. Смотрите, следите внимательно, все в прямом эфире, без анестезии, максимально честно. И я буду за кадром отвечать на ваши вопросы, на те, которые вы будете писать, задавать. Опять-таки, ставьте лайки, пишите, нравится, не нравится, понятно или непонятно. Елена, держите. Для того, чтобы выполнить нам процедуру, необходимо сделать разметку. Она играет большую роль. Да, то есть важно понимать анатомию, структуру, для того, чтобы в будущем у вас не было осложнений. Сегодня, как вы заметили, мы выключили музыку, и даже прям нам самим непривычно работать без музыки. Сейчас Елена структурно покажет вам, пожалуйста, брови. Да, анатомию. Очень важно понимать, куда уколоть, чтобы сработал препарат именно в важной, в нужной зоне. Да, мы делаем это без анестезии, потому что анестетик это не есть хорошо. При введении он может, так скажем, повлиять на будущий результат. А во-вторых, если вы используете острую иглу, это не больно. Почему опускаются веки после укола в межброви? Если вы расслабляете вот в этой зоне мышцы, если вы расслабляете лобную мышцу, то срабатывает круговая мышца глаза, тем самым создавая эффект, как будто у вас опускаются веки. Поэтому, кстати, если у вас низко расположены брови, это говорит о том, что ботокс лучше вам не вводить. Сколько лет? Можете поиграть в любимую нашу игру, угадайте, сколько лет пациентке. В плане не имея медицинского образования, знаете, это как все равно, что может ли водить самолет человек, который официально не заканчивал летную школу. Тут уже судить вам. Где колоть, чтобы брови не опускались? Давайте я вам сейчас расскажу. Сейчас, подержите. Вот, делаем съемку. Смотрите, еще раз объясню. У нас есть лобная мышца, мускулис фронталис, и задача этой мышцы поднимать брови, поднимать лоб. Есть круговая мышца глаза, и она опускает бровь, вот так вот сжимает. Если вы выключаете работу лобной мышцы, то остается работать только вот эта мышца,
плюс расслабляется лобная мышца, и вся вот эта вот тяжесть ткани, они опускают брови вниз. Поэтому если есть к этому предрасположенность, то вообще нельзя колоть ботокс. Или колоть, например, только вот здесь вот по центру. Но тогда есть риск того, что вот эта зона у вас упадет. Так, сейчас Елена делает разметку для коррекции уголков рта. So also you can write your questions in English and I can answer you in English. It will be Botox injection. You can choose your Botox and it can be this porcine, but we are talking about all procedure. We are talking about dangerous zone, zone that really works and that you should inject for. С филлерами Алекса нет, мы не работали, не пробовали, но я не вижу особого смысла, вряд ли он чем-то отличается от других препаратов. Мы не экономим, мы не ищем дешевых препаратов, поэтому как бы это не для нас. Так, чому уколи ботокса печуть? На сам по собі розчин не може пекти, тому що він складається з натрій хлору і ботоксу, якого дуже мало. Якщо вам натрій хлор пече, тоді як варіант може пекти. Єлена? Продовжуємо. Нахмурьте, пожалуйста. Не нахмурьте. Давай. Если колоть межбровку слишком низко, то опускаются веки. Нет, это вы уже говорите о осложнении. Конечно, если уколоть ботокс вот здесь, то будет диффузия, миграция препарата в мышцу, и тогда вообще у вас века не откроется. Здесь уже совсем другой процесс. И филлеры Саифа тоже мы не используем. Делаем ли мы докоррекцию? Мы делаем докоррекцию, делаем ее через 10 дней, не раньше 10 дней по показанням. Дивіться, всі ціни, вони є збережені в сторіс на сторінці Камінський клінік, там можете ознайомитись, все відкрито, ніяких секретів. Просто ціни вони різняться, наприклад, у мене і у інших спеціалістів клініки. Ще раз, як бачите, губи після ін'єкції в нас без набряку і максимально природні. Какие мы филлеры используем? Ну, у нас вот мы показывали, лежал TSL, есть UV-Derm, есть Restylane, есть Radius. Какие у нас еще филлеры есть? Да, в принципе, любой может быть филлер, как бы не суть. Все, понеслась? Гидроксиапатит, да, иногда вводим и показывали это тоже в прямых эфирах. Просто нужно понимать, когда это делать, кому, как. Все, важно очень все отслеживать. Итак, поехали. Мы начинаем с лобной зоны. Ну, единственное, например, вот после этих инъекций иногда, ну вот, вместе проведения инъекций, да, может там подкравливать совсем незначительно. Особенно это может быть у пациенток во время или перед месячными. Чи є вагітність протипоказанням? Ну, дивіться, немає наукових робіт, де взяли б, наприклад, 1000 вагітних і 1000 вкололи, а 1000 ні. І дивились, і спостерігали за цим. Тобто в теорії, в принципі, ну, можна, але я все-таки ж не радив, тому що якщо будуть якісь ускладнення під час вагітності чи лактації, ви можете це пов'язувати
з проведенням ін'єкції. От бачите, тільки що от ми вкололи, інколи да, можна попасти в маленьку судинку, але це нічого страшного. Угу. Отлично. А яке зараз розведення ми використовуємо? 1:2. Ще раз, дуже важливо знати і розуміти у кожного клієнта, куди вводити і скільки. Це найважливіше. В плане красивого лба не спорим. То есть то, что мы сейчас делаем, будет предотвращать появление глубоких морщин в будущем. Потому что как только у вас появятся глубокие морщины, дальше уже с ними бороться сложнее. Вот тогда уже ботокс не поможет. Ботокс, знаете, это как готовь сани с лета. То есть если уже снег выпал, у вас сани нет, ну тогда уже сложно. Аспирационная проба, смотрите, здесь единственная вена, которая крупная может быть, она может идти здесь, но вы ее, как правило, видите, и попасть в нее нужно просто быть, наверное, глупым специалистом. Дальше здесь нету никаких крупных сосудов, ради которых вам нужно делать аспирационную пробу. Есть височная артерия, но сюда вы тоже ботокс колоть не будете, потому что нет смысла. Так? Дальше идем на глаза. Угу. Да, мы тоже вас ждем в Киеве, в Украине, приходите. Как видите, Лена тоже прекрасно выполняет все процедуры. Обязательно мы обсуждаем всех клиентов, какие зоны, сколько. Вы также можете спросить, какие есть ограничения. После увеличения губ у нас никаких ограничений нет. Единственное, что я не советую в первый день, это употреблять горячие напитки. Потому что если вы обожжете случайно губы, это может привести к отеку. Вы можете пойти в спортзал, вы, не знаю, можете курить кальян, пить алкоголь, что угодно. Елена, нет, она не выпускница Богомольца. Нет желания в будущем открыть клинику за пределами Украины. Все предложения пишите в личку. Франшиза открита. Так, в 33 роки перший раз колоти гіалуронку чи ботокс. Дивіться, це все одно, що запитати, краще летіти літаком чи плисти на кораблі. Зовсім два різних препарати, різний ефект. Філер він наповнює, а ботокс він впливає на м'яз. Складки на чолі з дитинства. Якщо вони вже з дитинства, то, скоріш за все, потрібно буде робити шліфовку і шліфувати. Смотрите, в плане обработки, перчатки и все остальное, врачи, специалисты одевают перчатки для своей защиты. То есть мы перчатками не прикасаемся там, к крови, к чему угодно. Это, по сути, мы защищаем сами себя. Клиент, он защищен. Если у вас правильная система вентиляции, правильно вас обработали и так далее, по факту я могу и без перчаток колоть ботокс. Я взял шприц, я прикасаюсь к коже шприцом, я могу перчатки даже не одевать. Угу. Ирина, 22 года, есть крупная морщина на лбу, что можете посоветовать клиенту? Необходимо прийти на консультацию или прислать фото
необходимо. Можем четко просмотреть глубину морщины И структуру морщины. и структуру. А что мы делаем? Мы балуемся. Хм. Нас родители оставили дома, и мы решили провести прямой эфир на кухне. Больше на кухню похоже. Да, фото вы можете присылать и на эту страницу. Противопоказания, ну, опять-таки, системное заболевание, беременность – это противопоказания. Вообще все это мы делаем для красоты. Эти процедуры не обязательно. Вы должны быть счастливы, здоровы, потому что в другом случае вы не получите удовольствие от результата. Дуже гарне плаття у клієнтки. Дякуємо. Снова комплименты вашему образу. Если склонны к отекам, ботокс можно? Ну, конечно, можно. Еще раз, ботокс не наполняет. Ботокс работает с мышцей. Делайте. Олен, чи треба після процедури активніше працювати мімікою, щоб краще став ботокс? Деякі косметологи радять це робити. Це не впливає на результат. Ну, знаете, это тот момент, когда, допустим, результата нет, а косметолог сказал: вы делали упражнения после процедуры? Вы говорите: нет. Ну вот поэтому и нету эффекта. Можно ли у нас убрать родинку? Конечно. У нас есть лазер, мы, конечно, все это сделаем, вас проконсультирує дерматолог. Для чого колють підборіддя? Тому що якщо у вас дуже активне підборіддя, то потім з віком, з часом, ось тут у вас утворюється зморшка, от така от глибока, і потім ви вже з нею нічого не зробите. Где клиентка делала татуаж бровей, очень красиво. Светлана, сдавайте. Секрет. Секрет, все. Носик у Елены очень красивый. Я хочу сказать, что это естественный нос. Спасибо. Многие делают комплименты Елене. Могут ли нависать брови после ботокса? Конечно же, если вам неправильно укололи, не в ту зону расслабили мышцы, конечно, тогда брови упадут. Поэтому не всем, опять-таки, можно колоть лоб. И если им можно колоть лоб, то нужно знать, в каких зонах, где и как. Только брови не сотрите. Уже через 10 минут можно наносить мейкап и не беспокоиться О образе, да. Значит, что нельзя после введения ботокса? Сегодня мы не советуем сауну и баню. Да, сегодня это запрещено. Все остальное можно. Алкоголь. Ну, алкоголь нельзя напиваться. То есть выпить бокал вина можно. А выпить много, там, не знаю, бутылку, ну, конечно же, нельзя, не рекомендуем. Да, и зубы красивые, да, тоже это Светлану Васильевну засыпали комплиментами. Поклонники. Недавно от косметолога услышала, что сейчас колят ботокс ближе к краевой линии роста волос, чтобы не колоть вокруг глаз и не шла мимика на нос. Прокомментируйте. Ну, нелогично. То есть нету мышцы, которая начинается здесь, идет через все лицо, заканчивается на носу. То есть вы здесь укололи, она не работает? Нет. Вот в том месте, в той точке, где мы укололи, вот там препарат и сработал. Все. То есть Это если мы очень укололи напряжно здесь, делает. да, не означает, что вот здесь вот у вас что-то сработает. То есть нужно понимать анатомию лица клиентки.
Все, друзья, всем спасибо. Мы закончили. Подписывайтесь на страницу клиники, на страницу Елены. И там будет много-много чего интересного.